В этом году было дофига контента, мы увидели большое количество игр и их обновлений. В этом видео мы подведем итоги уходящего года, распределим все игры по номинациям и скажем пару слов на 2025 год. Всем жителям Ютуба привет! Всем привет! Да, и сегодня мы вдвоем с Эдом сделаем ваш день лучше. Погнали! Но сначала хочу порекомендовать канал Шаг Террор, в котором вы увидите множество классных видео с прохождением различных игр. Этот обаятельный молодой человек будет проходить вместе с вами невероятное количество видеоигр, которое с каждым днем будет увеличиваться. Я считаю, что такого рода формат видео просто идеален для вас, моих подписчиков, и вам точно стоит перейти по ссылке в описании и подписаться на этого крутого чувака. Перед тем, как наградить все игры, стоит озвучить все, что происходило за этот год и назвать его самые ключевые моменты. 2024 год начался с громкого выхода 3 главы Poppy Playtime. Здесь нам предстояло сразиться с новыми врагами и победить Кэтнапа, который, подчиняясь прототипу, пытался нас убить. Самая масштабная глава, которая действительно заслуживает внимания всех. Позже вышла игра Plants vs Zombies 3, которая на данный момент закрыта для всех. А еще Geometry Dash 2.2, обновление любимой всеми игры с добавлением платформера. А вот в феврале вышло кошмарное обновление в Granny 3, которое я, разумеется, засчитываю как легендарное возвращение девелопера. Не могу не упомянуть выход второго DLC по игре Atomic Heart в этом же месяце. А вот 4 апреля вышла игра Nine Floors от Indie First, и это тоже засчитываю как легендарное возвращение разработчика. Ни для кого не секрет, что в этом году был хайп на фоне игр про поиск аномалий по типу Exit 8. Мне это, кстати, тоже все дико нравилось. Ну и мобильный гейминг это тоже задело, и фисты тоже подхватили волну популярности. Также 29 мая состоялся глобальный релиз игры Squad Busters, которая сейчас переживает не лучшие времена. А вот уже 14 июня вышло обновление Ice Cream 8, которое до сих пор вспоминает все фанаты Айса. Здесь нам всем предстояло попасть в зал развлечений, чтобы спасти всех детей, а также завершить историю рода и узнать ее подробности. Ice Cream для меня до сих пор остается действительно неотъемлемой частью истории мобильного гейминга, которую мы все с вами пережили. Так или иначе, 16 июня вышел Schoolboy Runaway, который очевидно стал хитом этого года, и я думаю, мне не стоит объяснять, что нам нужно делать в этой игре. Лучше скажу вам, что очевидно самым легендарным камбэком компании, и не их самих, как я обычно говорю, а конкретно определенных предметов, это касается, конечно же, ящиков из Бравл Старса, из июльского ивента, которые на данный момент стали частью игры и официально вернулись в нее под другим обликом. Но только теперь уже навсегда. А вот 1 августа вышла игра Мгла от разработчиков Euphoria Games. Геймерам предстояло побеждать страшных монстров, которые захватили мир. Чтобы это сделать, надо прокачивать своего героя, причем он будет эволюционировать от простого человека до легендарного чудовища. И все это ради того, чтобы найти свою дочь. На данный момент все еще ведется разработка 2 главы, но еще вдобавок и Horror Tale 3, пререгистрация на которой уже доступна в Play Market под заголовком «Ведьма». Еще в этом месяце вышло обновление в Smiling X-Corp 1. И еще обновление The Baby in Yellow с улучшенной графикой. В октябре вышло хэллоуинское обновление для Ice Cream 8. И такое же обновление вышло под Новый год, как и в Schoolboy Runaway, кстати. Хочется также сказать, что экранизация мобильной игры Minecraft также выйдет в следующем году, 4 апреля. Это же тоже часть мобильного гейминга? Естественно, да. Мне кажется, что это для вас очень важно. Ну и Sonic 3, кстати, уже вышел. Я его просто обожаю. Ну и еще FNAF Film 2 в следующем декабре. А 4 глава Хаги Ваги, если что, выйдет в январе 2025 года. Итак, какая у нас первая номинация? Эд. Наконец-то ты про меня вспомнил. Это самое лучшее обновление игры года. О, да. Итак, я провел опрос среди своих подписчиков. О нем вы могли узнать, если подписаны на мой ТГ-канал, где выходит просто тонна контента, мемов и новостей. И еще подкасты, например, про Спукисного или Kyoto Play. Все это у меня в ТГ. Ну, это если вы, конечно, удосужились опуститься вниз в описании и перейти по ссылке. Остальные я не знаю, по всей видимости, эволюция до вас еще не дошла. Итак, самое лучшее обновление игры года — это
Разумеется, обновление Ice Cream 8, которое завершило не только 8-ю часть Айса, но и всю историю, которая, безусловно, останется в наших сердцах как самая настоящая часть вашего детства. На втором месте у нас обновление в Geometry Dash 2.2, которое люди ждали слишком долго, но все-таки дождались. На третьем месте расположилось новогоднее обновление в Schoolboy Runaway, и стоит признать, вышло оно реально одним из самых лучших новогодних обновлений мобильных игр. За последний год. А вот на последних местах остаются обновления в Smiling X-Corp 1 и кошмарное обновление в Granny 3. Реально, я уже сам забыл про них. А вот в номинации самого легендарного возвращения компании выигрывает Mob Entertainment с выпуском 3 главы Poppy Playtime. На втором месте Developer со своим единственным обновлением Granny 3. Да и в целом единственным контентом за весь год. На третьем месте Raptopus Geometry Dash 2.2. Видимо, для некоторых это не самое легендарное возвращение. Я в шоке с вас, ребят. А вот в номинации «Самый лучший разработчик года» побеждает Linking Squad. Благодаря всеми известной игрой он смог занять топ-1 в Play Market и буквально расфорсить свое детище по всему интернету. Молодец. На втором месте Keplians. Они действительно постарались и стараются сейчас. Очень рад, что они вкладывают все силы в действительно страшный проект, а не в очередное продолжение Ice Cream. На третьем месте Supercell. На самом деле, весь год играл только в Brawl Stars и очень рад, что он вернул свою аудиторию, и люди снова начали проявлять к нему внимание. Также было довольно смелое, хоть и провальное решение о глобальном релизе Squadbusters. Наконец-то суперы осмелились выпустить одну из своих миллионных игр в глобальный релиз, тем самым подарив ей шанс показать себя. И хоть сейчас я о ней ничего не слышу, то есть хайп прошел, все-таки суперы меня порадовали. А вот теперь можно переходить к лучшей игре года. Вы готовы, дети? Первое место, как лучшая игра года, заслуженно занимает игра. И, разумеется, кто бы что ни говорил и не критиковал, это остается неизменно Schoolboy Runaway. Очевидно, эта игра понравилась многим и вернула тот самый хайп мобильных игр, распространив ее на весь интернет. Игра про школьника, который даже пытались запретить в РФ. Кто бы что ни говорил, но такой волны хайпа не было давно. И нужно отдать должное Антону. На втором месте Ice Cream 8. Отличное завершение саги. На третьем месте Brawl Stars. На четвертом Мгла от Эйфории. На пятом Nini Flowers, а на шестом Squadbusters. Очевидно, что точно так же множество эмоций для игроков подарили такие уже всеми известные игры, как Genshin Impact, Roblox, Tanks Beatles, Call of Duty Mobile, League of Legends, Subway Surfers, PUBG, Standoff 2 и еще многое и многое другое. Я очень рад наблюдать за жизнью мобильного гейминга и ее эволюции. Кто-то может считать, что мобильные игры опустились ниже некуда, а кто-то наоборот. В любом случае, пока игроки берут свои телефоны в любой точке планеты и запускают свои любимые игры, мобильный гейминг не умрет никогда. Хочу также сказать, что этот 2024 год был сложным, как и многие прошлые годы. Но если вы прямо сейчас смотрите это видео, значит вы прошли этот тяжелый путь, и вот мы снова все вместе слушаем новый КПК Total. У каждого Новый год проходит по-своему и проходить может в разных местах. Но вот эти дни и часы, которые мы готовы отсчитывать до наступления праздника, действительно не заменить ничем. Если для вас Новый год является праздником, то я вынужден осуществить людскую традицию и поздравить вас всех с Новым годом. Абонент 2 выходит уже в следующем году, и именно там я раскрою, как расшифровывается КПК. Сейчас сложно делать видео, YouTube блокирует снова, поэтому подпишитесь на мой телеграм-канал, это очень важно. А мы с вами увидимся уже в следующем году. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и пока-пока. Увидимся в новом году.